Друзья, добрый день. Хотел поделиться информацией о запуске обновленной коптильни с функцией конвекции и активного выработки пара. Давайте расскажу сначала о конструктиве, а потом уже по функциональности. Коптильня выполнена из нержавеющей стали по принципу термоса. Внутри и снаружи нержавейка, между металлом находится керамический высокотемпературный утеплитель. Корпус сделан таким образом, чтобы минимизировать теплопотери и убрать тепловые мосты. Уплотнитель в данной камере мы применяем силиконовый. Он также выдерживает высокие температуры и не боится агрессивных химических средств. Можно его считать долговечным. В данной камере конструкции мы применяем регулируемые полкодержатели для удобства развешивания продукта. От крючков мы уже давно ушли, применяем прутья. Прут с одной стороны заточен в виде иглы, что позволяет легко нанизывать продукт напрямую и развешивать продукт. Также можно их применять как коптильные палки, то есть предварительно продукт сделать перевязку под петлевку и развешивать на прутике. На днище мы устанавливаем донный клапан, позволяющий сливать отработанную воду. Так как камера идет с активной варкой продукта, требуется слив воды. Слив можно подключить непосредственно к канализации через сифон или поставить емкость, куда будет вода сливаться. Что бы еще вам здесь рассказать по корпусу? Давайте теперь уже по функциональности пройдемся. Вы можете видеть, внутри стоят красные бочонки. Это являются высоковольтные изоляторы, которые позволяют развешивать продукты между изоляторами и проводить холодное электростатическое копчение, которое позволяет ускорить процесс и занимает до 10 минут. На задней части и на передней части вы можете видеть пластины с иголками. Они съемные, их можно снять, помыть, почистить. Они позволяют ускорить процесс осаждения дыма на сам продукт, то есть это является ускоряющим электродом. Сверху представлен вентилятор, который работает на циркуляцию воздуха в самой камере и на сушку и вяление продукта. Рабочее колесо сейчас втягивает воздух через конфузор и выбрасывает воздух через диффузоры снизу, за счет чего происходит циркуляция. На задней стенке самой камеры стоит воздушный фланец, который подключается к нему выходная труба, выводится отработанный воздух наружу из помещения. Но я более подробно расскажу. Также на задней стенке вы можете видеть ревизионное окно. За ним находится форсунка, которая обслуживает, вырабатывает пар. Он вырабатывает туман мельчайшими капельками воды в 3-5 микрон. Данный туман осаждается на нагревательный элемент, и происходит нагрев этого тумана и происходит активное парообразование в камере. Пар вырабатывается очень быстро, мгновенно и с минимальными вложениями по электроснабжению. Теперь какие здесь функции есть в этой камере. Кнопка «Сеть». Она нужна для того, чтобы запустить всю автоматику и электронику, которая присутствует в самой коптильне. Выключатель горячего копчения, она управляет термоконтроллером. Термоконтроллер мы применяем с функцией PID, которая позволяет минимизировать погрешность регулировки температуры в самой камере.
Можете видеть также индикатор температуры. Температура показывает внутри продукта с помощью датчика температуры, который является в виде иглы из нержавейки. Вы его вставляете в продукт и можете следить по приборной панели, как поднимается температура и готов продукт или не готов. Режим сушка. Здесь есть два режима: скорость вентилятора, сушка. Это максимальный поток воздушной среды для быстрой дегидрации и подсушки поверхности. И режим вяления, который применяется для копчения, для варки продукта или для вяления. Также есть режим статика. Статика позволяет как раз ускорить процесс холодного копчения. Как я вам говорил, время занимает до 10 минут. С практики это 5-7 минут. Кнопка «Пуск» является запуском электростатического копчения и также является предохранителем по перегрузке высокого напряжения. Если ненароком вы продукт неправильно повесили или он сорвался, то электростатическое копчение отключится автоматически, и индикатор потухнет, и вы будете понимать, что статика работает или не работает. Генератор дыма. Мы применяем из нержавеющей стали. Он работает без нагнетателя, без компрессора. За счет затягивания дыма вовнутрь в камеру идет самотяг. И когда дым вырабатывается в этом генераторе, он смешивается с холодным приточным воздухом, и в камеру поступает уже охлажденный дым. Здесь сбоку вы можете видеть регулируемую задвижку, за счет чего вы можете регулировать дымовоздушную смесь, которая вам требуется в камере. Ну или не только дымовоздушную смесь, то есть переток воздушной среды. Сейчас регулируемая задвижка закрыта, это требуется для варки продукта, когда у вас будет работать вентилятор только на циркуляцию воздуха без выброса наружу. Если вы наполовину открываете, то вы можете проводить процесс копчения или вяления продукта. Открываете на максимум, вы можете проводить с максимальным воздушным потоком сушку продукта и ускорить процесс подсушки. По варке, как она работает. Генератор пара подключается, можно подключать непосредственно напрямую к системе водоснабжения. Это позволяет. Или вы можете взять емкость, налить туда подготовленную очищенную воду, и она будет оттуда подхватывать водичку, и потом уже вырабатываться насыщенный горячий пар. Вот эта вот камера, чем еще интересно, вы в ней не только можете делать электростатическое холодное копчение, но и также и классическое холодное копчение с относительно ускоренным процессом обработки дымом. То есть если в предыдущих поколениях камерах у нас холодное копчение при температуре 20-22 градуса по Цельсию занимало 9-11 часов для насыщенного цвета прокопченности, то в этой камере этого хватает до 4-6 часов. То смотря какой продукт делается. Я думаю, что это тоже интересный вариант. Регулируемую задвижку я вам сказал. Защелки мы применяем подпружиненные из нержавейки. Если у вас будут вопросы по этой камере, то пишите, звоните, я постараюсь более подробно объяснить, рассказать. На связи.